Добрый день, дорогие комрады, если, конечно, его можно назвать таковым. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Сегодня мы поговорим о том, где нельзя копать металлолом. И, в частности, затронем тему металлокопа возле железной дороги. Но для начала давайте определимся с термином «запрещенный металлолом». Это металлолом, который нельзя сдавать на металлоприемку. Список запрещенного металлолома довольно обширный, и это отдельный разговор, то есть тема для выпуска отдельного видеоролика. Но сегодня поговорим о том, что касается ЖД металлолома. Запрещено принимать имущество, которое является собственностью предприятий, обслуживающих железную дорогу. Это рельсы, колесные пары, накладки, подкладки, костыли и прочее ЖД-требуха. Тем не менее, многие копари занимаются металлокопом вдоль железных дорог, и некоторые приемки до сих пор этот металл принимают. Так как металл этот сладкий, тяжелый и компактный, и добывается довольно легко. В ютубе полно роликов, как ребята тоннами сдают на приемку рельсы, добытые где-то в лесу, на заброшенной узкоколейке, или ЖД-пути необслуживаемым и так далее. Давайте поговорим о том, законно ли это и чем нам это грозит. Наверное, уже никто не сомневается, что железная дорога – это объект охраняемый. И напрямую возле ЖД в районе полотна железнодорожного копать нельзя. Надеюсь, никто в этом не сомневается. А на каком расстоянии, на каком удалении от ЖД полотна можно копать? Для начала разберемся в терминах. Есть два понятия. Первое. Полоса отвода железной дороги – это земельный участок, на котором расположены сами ЖД-пути и все объекты, необходимые для их функционирования. И второе понятие – это охранная зона. Это территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта. Нас всех в первую очередь интересует, какова ширина этой самой охранной зоны. Эта охранная зона устанавливается различными нормативными актами и законами правительства Российской Федерации и Министерства транспорта. Называть номера актов, законов, постановлений и прочее я здесь не буду. Кому интересно, могу скинуть ссылку в комментариях. После беглого изучения этих законов могу сказать одно. Ширина этой самой охранной зоны железной дороги для каждой железной дороги устанавливается отдельно, применительно к названию, району, подразделению географическому и так далее и тому подобное. Подробнее надо смотреть в документах этой самой железной дороги, проектная документация и так далее. Есть только установленное минимальное значение ширины этой самой охранной зоны железной дороги. И оно составляет, 100 метров минимум. А в каждом конкретном случае оно может достигать и 200, и 300, и даже 500 метров. А что же будет, если вас поймают в этой самой зоне? Да все что угодно, начиная от небольшого штрафа, 1002 рублей и конфискации металлоискателя, заканчивая тюрьмой, уголовным сроком за вредительство и вплоть до терроризма. А как же меня там поймают, спросите вы? Я же прячусь. Вас могут поймать на видеокамеру, вас могут увидеть с вертолета специальные службы. И, что самое обычно распространенное, вас, скорее всего, сдадут местные жители, которые вас увидят возле ЖД. Или машинист проезжающего поезда. Это касается действующей железной дороги. Но есть ведь еще заброшенные всякие тупики, одноколейки, узкоколейки, которые в лесах, в горах и так далее. Там-то, наверное, можно копать? Не все так просто, дорогие мои комрады. Об этом мы поговорим в следующий раз, если у вас будет к этому интерес. Напишите в комментариях, поставьте лайк, а мы подумаем, продолжать этот разговор или нет. На этом прощаюсь. Всем пока.